Ассаламу алейкум, друзья! Добро пожаловать в новое видео. Кулинарный выпуск. Если вы голодные, не смотрите. Мы сегодня с моими друзьями решили поехать на природу и встретить здесь ифтар. Для тех, кто не знает, сейчас проходит священный месяц Рамадан. Мы держим пост целый день, и вот вечерний ужин у нас сегодня пройдет здесь. И я покажу вам, как я готовлю шашлык из говядины. Вы, наверное, подумаете, что с этим парнем не так. Стоило выключить монетизацию, он начал снимать ролики. Ну что поделаешь, вдохновение оно такое непостоянное. Поэтому от ютуба поддержки нету, но от вас она может быть. Поставьте лайк обязательно этому видео, если оно вам понравится, и напишите любой комментарий. На самом деле мы сегодня будем готовить два блюда. Это шашлык и шурпу сделаем, чтобы у нас был более такой плотный, насыщенный ужин. Для этого мы взяли сегодня 3 килограмма говядины. На 3 человека, я думаю, самое то. Самое первое, что нам необходимо сделать, удалить с мяса все пленки, сухожилия, все, что нам будет мешать. Оно, когда будет нагреваться, оно сожмется, и жевать это трудно будет. Поэтому мы по возможности это все удалим. Видите, как устроен этот кусок мяса? Нам особо голову ломать не надо о том, как его разрезать. Нам мясо само подсказывает, как его правильно резать. Мы сейчас вот эти куски просто отсоединим друг от друга. Нам будет легче так пленку снять. Шашлык я часто готовлю. Это одно из моих самых любимых блюд. Перепробовал очень много разных видов маринада, видов жарки, и на шампурах, и на решетке. Просто все, что можно было попробовать, я уже перепробовал. И пришел к такому выводу, что чем проще все сделано, тем оно лучше. Помню день, когда я попробовал шашлык, который запомнился мне на всю жизнь. Мой дедушка возил меня однажды в горы на казино М, когда там еще ничего не было, все вот этой инфраструктуры туристической, асфальта не было. Он туда ездил встречаться со своим другом из Дагестана, и они вот решили на границе как бы встретиться. И там рядом была отара овец, ее пасли местные дагестанские чабаны, и они у них купили овцу и попросили их женам сделать из нее шашлык. Вот я вам серьезно говорю, я вот тогда понял, что маринад это не самое главное в шашлыке. Самое главное это качество мяса. Это был шашлык, который просто посолили и поперчили, и сразу же пожарили. Вот я клянусь вам, до сих пор я не ел вкуснее шашлыка, чем в тот день. Он настолько мне запомнился. Поэтому выбирайте хорошее мясо, это важный критерий. Видите, какое мясо у нас? Этот бычок, он только-только начал набирать жирок. Уже вот в мясе прослеживалась вот эта мраморность, ему чуть-чуть не хватило дойти до этого. И как бы не любая часть подходит для шашлыка. Допустим, с ноги мясо, там где много мышц, оно будет очень твердое, и чем больше корова двигалась, ходила, тем она менее подходит для шашлыка. Те же самые, допустим, стейки, их же делают из мяса со спины. Это наименее подвижная часть туловища, и оно обрастает жиром. Вот такое мясо подходит именно для шашлыка, для стейков. Все остальное это уже вот для других блюд. Вот убираем эти пленки. Это все потом нам аукнется, когда мы будем пытаться жевать этот кусок. Такой жир оставляем. Он подтопится и придаст невероятный аромат мясу. Вот этот кусок можно для шурпы оставить. Удаление пленок это на самом деле такой
кропотливый процесс, поэтому не поленитесь, уделите ему время, потому что шашлык должен быть не только вкусным, но и красивым. Размеры мяса, кусочков, как бы тоже не принципиально, примерно вот такого размера. Главное, чтобы они все были одинаковые и равномерно прожарились. Это если вы будете использовать шампура. А на решетке в целом как бы нет разницы какого ни размера. Главное, чтобы толщина была у них умеренная, чтобы они хорошо прожарились. Вот этот жир тоже мы не убираем, оставляем его, пускай будет. Вот целый кусок жира, мы сейчас его на мелкие кусочки сделаем и между кусками будем насаживать. Нарезали нашу говядину. У нас здесь получилось где-то килограмм 200, может быть, килограмм 300. Сейчас будет самое интересное. Все же любят видео с секретными маринадами, секретный рецепт шашлыка, как правильно готовить шашлык. Как я вам уже и говорил, правильного не существует. Как вам нравится, так и делайте. Я вам покажу, как делаю я. Добавим черный перец. Соль. И, конечно же, самая крутая приправа на этой планете — это розмарин. Даже, скажем, трава, я хотел свежий добавить, но я не нашел его у нас в магазине, поэтому мы добавим сушеный розмарин. С говядиной это просто идеальное сочетание, когда вы готовите стейки, ну что-то вы делаете, гриль какой-то с говядиной, всегда розмарин используйте. Как же он круто пахнет. Можно даже еще чуть-чуть. Почти готово. Добавим еще пару зубчиков чеснока. Я не учу вас делать правильный шашлык. Я показываю вам, как его делаю я. Все, нам этого достаточно. Перетрем его на мелкой терке. И когда я говорю мелкая, то значит она мелкая. Да? Теперь лучок. Если вы готовите дома, в каких-то домашних условиях, идеально будет пропустить лук через блендер или через соковыжималку, его сок выпустить. А так нам придется побольше лука использовать. Лука побольше, потому что лук — это самое главное в этом маринаде. Как бы сам луковый сок и будет маринадом, в котором будет наше мясо настаиваться. Хорошенько его вот так пожамкаем, чтобы он начал выпускать сок. Хорошенько его так жмем, не жалеем. Уже такой луковый аромат здесь стоит. У нас еще же пост, я вам говорил. Сейчас нам трудно все это смотреть. Я уже хочу эту зелень поесть.
Что тут еще есть? Чеснок я бы съел. Я начал вспоминать голову, которую мы тут готовили пару недель назад на этом же месте. Если не увидели этот ролик, посмотрите обязательно, как мы готовили голову быка. Мы не были в восторге от нее, но сейчас, я думаю, у нее был бы второй шанс. Так, теперь мы это все перемешаем. Можно еще добавить немножко подсолнечного масла. Совсем чуть-чуть. Перемешаем хорошенько, чтобы луковый сок окутывал каждый кусочек мяса, чтобы ни один кусочек не остался обделенным, чтобы он просолился хорошо, проперчился. Новый термин, проразмаринился. Все. Оставляем вот это в таком виде минимум на час, но чем дольше, тем лучше. 3-4 часа было бы идеально, но у нас оно где-то час постоит. Ждем. А вот это мясо оставшееся мы сейчас пустим на шурпу. Замаринуем быстренько лук, совсем забыл про него. Так, отправляем лук сюда. Нарежем укроп. Лук, так, укроп сюда. Добавим черный перец. Немножко. И заправим это все соком лимона. Какой аромат стоит. Так, я уже почти наелся этими запахами. Поставили вариться шурпу, там особо про нее рассказывать нечего. Просто варишь мясо, солишь, перчишь, кидаешь картошку и все. Шедевр готов. Поэтому не будем особо на нем зацикливаться. Час спустя пора насаживать наше мясо. Вы, конечно, можете пожарить его и на решетке, но приготовление шашлыка на шампурах имеет какую-то особую эстетику. Мне больше нравится сам процесс вот этого насаживания, как это все на мангале выглядит. В общем, люблю такое. Думаю, что вы тоже. Не забываем про жирок. Я вот забыл про него, видите, 4 куска уже насадил. Без жирка. Стараемся насаживать кусочки примерно одинаковые на шампур, чтобы они равномерно приготовились одновременно. До ифтара осталось 25 минут. Сейчас быстренько поджарим. Шурпа тоже уже подходит. Когда жарим говядину, нам необходимо, чтобы был максимальный огонь. И долго ее жарить нельзя. Минут 5-7, ну может быть 8. Если пережарите, то вкус просто испортится. Поэтому следите за этим внимательно. Видите, у нас здесь на мясе остались кусочки розмарина. Он сейчас подгорает, и здесь вокруг мангала такой запах стоит шикарный.
Если вы не знакомы с этой приправой, обязательно исправьте это. Шашлык наш готов. Мы его сейчас будем снимать. Сейчас разрежем кусок. Видите, он идеально прожарился, не пережарился и как бы не дожарился. Вот еще один, давай разрежем. Вот смотри, какая красота. Пока пробовать не могу, еще не время. Сейчас мы это все вот так накроем. Еще 10 минут осталось. Я все уже на грани. Надо накрыть это фольгой, чтобы не остыло. Достанем картошечку, вареное мясо. Нальем бульон. Мы закинули туда по зубчику чеснока. Так будет вкуснее. Что там по времени? Ровно 34. Все, готово, можно, да? Да, ну на крайняк можно минуту подождать. Ну пока мы сейчас... Азан не слышите? Слышно? Да, слышно. Все, друзья. Время пришло, можно отпускать уразу. Давай, оператор. Мардаста. Ну что, попробуем шашлычок из говядины. Балдеж. Зашли. Зашли, барысын. Ради этого стоило поезжать. И весь день терпеть этот аромат. Вкусно или слишком вкусно? Очень вкусно. Как говорит Сота, очень вкусно. Ну что, друзья, теперь вы знаете еще один рецепт приготовления шашлыка, теперь уже из говядины. И не забывайте самое главное, не важен сам маринад, важно мясо и то, как вы относитесь к процессу приготовления. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, напишите любой комментарий. Это единственная поддержка, которая осталась для моего канала. Всем спасибо и увидимся в следующем видео.